А знаете ли вы, что совпадений в этом мире не бывает? И если вы увидели этот ролик, это значит только лишь одно. Вселенная хочет, чтобы вы сделали вишни. Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике мы сегодня сделаем с вами цепочку для очков, для масок. Ее еще можно будет использовать и как фенечку на руку, и как бусы в виде вишенок. Поехали! Для работы я буду использовать Fireline 4LB. Я не буду это делать на тросике, потому что мы будем плести. Я не буду делать это на нитке для бисероплетения, потому что она, мне кажется, слишком тонкая. И я не буду делать это на леске, потому что леска будет извиваться, заламываться. Видите, она не так, как нитка себя ведет. Это не то, что мне нужно. Я хочу, чтобы моя цепочка бисерная была такая гладкая, струящаяся, не лежала такими заломами. Поэтому я буду использовать Fireline. Он продается у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Ссылку на эту нитку и на все другие материалы, которые я использую в нашем ролике, вы найдете в описании под этим видео. Заходите к нам на сайт, мы доставляем по всему миру. Я буду работать, не срезая Fireline с катушки. На всякий случай, если мне захочется сделать свою цепочку подлиннее, я возьму специальную иглу для бисера. Обязательно работайте специальными иголками для бисера, потому что с обычными иголками бисер не работает. Он не будет проходить в отверстие. Отмотаю с катушки примерно вот столько и начну плетение. Я наберу несколько прозрачных бусинок. Здесь у нас рондели 3 мм, они граненые. Видите, за счет граней они красиво сияют и блестят. Можно взять и простой бисер, но мне захотелось сделать что-то более симпатичное, чем просто прозрачный бисер. Поэтому я беру рондели. Поскольку эти рондели уже нанизаны на леску, то моя задача по переносу их с лески на нитку очень сильно облегчается. Набрали несколько бусинок примерно на 2-3 сантиметра и теперь сделаем вишенку. Теперь мы набираем 2 зеленых бисеринки размера 11,0 и 2 красных размера 8,0. А видите, они крупнее, чем зеленые, это будут наши вишенки, а это листочки. Подтягиваем их к прозрачным бусинкам и проходим иголкой еще раз через 2 зеленых, вот в таком направлении, чтобы у нас здесь получилось кольцо. Опа, вишенки. Теперь мы наберем на нитку еще 2-3 сантиметра хрустальных бусинок или прозрачного бисера. Я безумно рада, что мои бусинки на леске. Процесс набора у меня легкий, безболезненный. Представляете, что было бы, если бы мне пришлось эти прозрачные бусины искать на белом коврике? Было бы ужасно. Я набрала 18 прозрачных бусин и снова набираю 2 маленьких зелененьких, 2 красных побольше, подтягиваю их к прозрачным и прохожу через 2 зеленых, делаю колечко. Какая красота получается. И снова 18 прозрачных бусин. А пока я их набираю, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые ролики, потому что мы будем показывать еще больше классных модных украшений. Набрали 18 прозрачных и снова 2 маленьких зеленых размера 11,0, 2 красных побольше размера 8,0, подтянули их к прозрачным и прошлись через 2 зеленые. Вот такая красота у нас получается. На самом деле очень просто плетется, но мне очень безумно нравится, как это выглядит, особенно с гранеными бусинами. Таким образом мы продолжаем плести, пока не достигнем нужной длины. Вот я сделала нить вишенок нужной длины. Теперь мы будем приделывать замочки. Я уже неоднократно рекомендовала вам купить колечки B477. В описании под этим роликом ссылка на них. Я постоянно их использую для того, чтобы крепить замочки при бисероплетении на эти кольца. Они не разъемные, и поэтому нитка с них не соскочит. Я беру одно колечко и прохожу через него иголкой, а затем я возвращаюсь через ряд своих бусин в обратном направлении. Иду прям вот через все прошла и подтянула колечко. Сделайте так, чтобы у вас тут ничего не торчало, чтобы вот колечко, ниточка. И дальше мы закрепляем нашу нить. Стандартным способом, как при бисероплетении, идем по ходу плетения и несколько раз сделаем узелочки. Ну, 3-4, может быть 5, чтобы закрепить нашу нитку. Можно вернуться обратно и сделать здесь еще одну петельку. Но поскольку это Fireline, то в этом смысла я сейчас не вижу, потому что Fireline довольно крепкая нитка, она будет все очень хорошо держать. Мне кажется, что если я сделаю узелочков побольше, то все у меня будет гораздо более крепкое. Ну, я сделала уже, наверное, штук 6 или даже 7. И теперь можно отрезать нить прям под корень. Кусь. С одной стороны у нас колечко. Теперь нам нужно сделать то же самое с обратной стороны. Срезаем с катушки нашу цепочку. Забыла кусь. И на второй конец я точно таким же образом приделаю колечко неразъемное. Пройдусь через кольцо
и пройдусь через все прозрачные бусинки в обратном направлении. Подтяну здесь все, чтобы колечко у меня не висело, не болталось. И закреплю нить. Несколько раз на паре вишенок завяжу узелки. Завязали несколько узелков и отрезаем нить. Прям под корень. Все, вот такая у нас получилась красота. Теперь мы на эту красоту с двух сторон приделаем карабины. Откроем колечко, наденем на него цепочку за колечко, наденем карабин и колечко закроем. То же самое мы проделаем с другой стороны. Откроем кольцо, наденем цепочку, наденем карабин и колечко закроем. Получилось вот так. А теперь начинается магия. Это волшебная цепочка-трансформер, которая может быть, во-первых, фенечкой, во-вторых, бусами, и в-третьих, цепочкой для очков. Мы цепляем эти карабины к специальным приспособлениям, которые потом мы наденем на очки. Один, второй, очки. И на очки мы надеваем эти специальные штучки, которые, кстати, тоже у нас продаются. И все, мы готовы к лету, к пляжу, к морю. Красота! И за эти карабины на самом деле можно цеплять еще и маску. Маска будет у вас висеть на таких штучках. Но мы цеплять не будем. Я не взяла свою красивую маску. И некрасивую тоже не взяла. А еще можно сделать колечко вишенки. Поставьте лайк и напишите комментарий, если вы хотите узнать, как сделать такое кольцо. Или еще несколько вариаций на тему. Кстати, я знаю, что наверняка вы обратили внимание на мои сережки. У нас уже был ролик, я показывала, как сделать такие же. Посмотрите, здесь в подсказках есть ссылка. Сережки с кубиками. В общем, напишите, как вам вишенки, понравились ли. Если да, то мы покажем еще несколько вариантов, как можно делать классные вишенки из бисера. Украшайте вишнями себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока! Начну я с того, что Нет, я начну работу, не срезая Firelines с катушки. Плету нужной длины. Вишни, вишни, зимние вишни. Подтягиваем их к... Подтягиваем их к... Срезаем с катушки нашу цепочку. Прежде чем приделать сюда колечко и замочек, я хочу проверить, что это можно будет использовать потом как фенечку. Здесь не хватает длины, и я срезала уже с катушки. Не повторяйте моих ошибок. Не говори, оно подходит идеально и как браслет.